море, солнце, чайки. Ой, зима, снег, мороз. Я думаю, что вы уже поняли. Сегодня мы будем учиться рассказывать по-русски о своих желаниях. Вы на канале I Love Russian. Меня зовут Даша. Я преподаю русский язык как иностранный. Наш курс для начинающих продолжается. Подписывайтесь на мой канал, включайте уведомления, чтобы не пропускать новые полезные видео о русском языке и России. Если вы хотите меня поддержать, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на мой канал в своих соцсетях или поставьте лайк этому видео. Если вас интересует информация о моих частных уроках, переходите по ссылке в описании на мой сайт. Ну что, поехали! Чтобы рассказать о своих желаниях, мы используем глагол «хотеть» и падеж 4. Смотрите, слушайте, повторяйте. Хотеть. Я хочу. Хотеть, хочу. Я хочу. Ты хочешь. Ты хочешь. Он, она хочет. Он, она хочет. Мы хотим. Мы хотим. Вы хотите. Вы хотите. Они хотят. Они хотят. Это глагол исключения. Если вы внимательно посмотрите на него, вы заметите, что он объединяет в себе формы глаголов первой и второй группы. Я хочу, ты хочешь, он, она хочет. Это формы глаголов первой группы или группы Е. Мы хотим, вы хотите, они хотят. Это форма глаголов второй группы или группы И. Что ты хочешь? Чай или кофе? Я хочу чай. Я не люблю пить кофе. Что она хочет? Картошку фри или бургер? Она хочет картошку фри. Хочу чай. Хочет картошку. Чай, картошку. После глагола «хотеть» мы говорим падеж 4. Вопрос «что?». Смотрите, читайте, заканчивайте предложение. Например, Я хочу апельсиновый сок. Я и мой младший брат. Мой пример. Я и мой младший брат хотим новый ноутбук. Я и брат – это мы. Мы хотим новый ноутбук. Моя старшая сестра. Мой пример. Моя старшая сестра хочет сумку. Она хочет сумку. Падеж 4. Сумка, сумку. Отлично. Вы. Мой пример. Вы хотите собаку. Вы хотите собаку. Вы хотите собаку. Хорошо. Ты. Мой пример. Ты хочешь большой уютный дом. Ты хочешь большой уютный дом. Мои родители. Мои родители хотят машину. Мои родители – это они. Они хотят машину. Я. Мой пример.
Я хочу теплое молоко. Я хочу теплое молоко. Отлично. Смотрите, слушайте, думайте. Я хочу зеленый чай. Я хочу пить зеленый чай. Что вы заметили? После глагола «хотеть» мы можем использовать не только падеж 4, но и инфинитив, да? Как после глаголов «любить» и «ненавидеть». Если вы забыли это правило, посмотрите предыдущий урок. Я хочу пить, я хочу говорить, я хочу изучать, я хочу отдыхать. После «хочу» говорим инфинитив. Смотрите на картинки и говорите, что хотят делать эти люди. Например, что хочет делать Антон? Антон хочет играть в футбол. Что хочет делать Маша? Маша хочет изучать китайский язык. Отлично. Что хотят делать друзья? Друзья хотят смотреть фильм «Зеркало». Хорошо. Что хочет делать Андрей? Андрей хочет читать книгу. Отлично. Книга. Читать книгу. Падеж 4. Что хочет делать бабушка? Бабушка хочет говорить по телефону. Бабушка хочет говорить по телефону. Отлично. Что хотят делать школьники? Школьники хотят гулять. Школьники хотят гулять. Хорошо. Что хочет делать Анна? Анна хочет слушать музыку. Хочет слушать музыку. Хочет слушать, слушать инфинитив, слушать что музыку, музыку падеж 4. Отлично. Какой сегодня день? Сегодня пятница. Я работаю, но хочу отдыхать. Сегодня пятница. Пятница. Давайте с вами выучим название дней недели. Слушайте, смотрите, говорите. Понедельник, 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 понедельник. Вторник, вторник, вторник. Среда, среда, среда. Четверг, четверг, четверг. Пятница, пятница, пятница. Суббота, суббота, суббота. Воскресенье, 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 воскресенье. Какой сегодня день? Сегодня пятница. Какой сегодня день? Сегодня понедельник. Какой сегодня день? Сегодня воскресенье. Отлично. Смотрите, слушайте, думайте. Какой сегодня день? Сегодня среда. Понятно. Что ты делаешь в пятницу? В пятницу днем я работаю, а вечером отдыхаю. А что? Давай пойдем в кино в пятницу вечером. Хорошо, давай.
Сегодня пятница. В пятницу я работаю. Пятница. В пятницу. Вопрос. Какой сегодня день? Падеж 1. Сегодня пятница, понедельник, вторник, суббота. Вопрос. Когда? Предлог в и падеж 4. В понедельник, во вторник, в пятницу. Смотрите, слушайте, говорите. Понедельник, в понедельник. Вторник, во вторник. Среда, в среду. Среда, в среду, среда, в среду. Четверг, в четверг. Пятница, в пятницу, пятница, в пятницу. Суббота, в субботу. Суббота, в субботу, Воскресенье, в воскресенье. Воскресенье, в воскресенье. Суббота и воскресенье в России выходные дни. Смотрите, слушайте, говорите. Выходной, 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 выходной. Выходные, 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 выходные. Суббота – это выходной. Воскресенье – это тоже выходной. Суббота и воскресенье в выходные. Посмотрите список дел Антона. Скажите, что он хочет делать на следующей неделе? Например, что Антон хочет делать в понедельник? В понедельник Антон хочет играть в настольные игры. Что Антон хочет делать во вторник? Во вторник Антон хочет фотографировать. Если вы забыли этот глагол, посмотрите предыдущий урок. Что Антон хочет делать в среду? В среду Антон хочет гулять по магазинам. Или можно сказать, в среду Антон хочет делать покупки. Что Антон хочет делать в четверг? В четверг Антон хочет слушать подкаст. Хорошо. Что он хочет делать в пятницу? В пятницу он хочет учить английский язык. Или в пятницу он хочет изучать английский язык. Хорошо. Что Антон хочет делать в субботу и в воскресенье? Или что Антон хочет делать в выходные? В выходные Антон хочет отдыхать дома. Отлично! Сегодня вы узнали новый глагол «хотеть», после которого мы используем падеж 4 или инфинитив. Также вы узнали, как называются дни недели и научились рассказывать о своих планах. Давайте сейчас сделаем маленькое домашнее задание. Напишите в комментариях, какой сегодня день и что в этот день вы хотите делать. Спасибо за урок. Пока-пока.